Всем привет! Сегодня посмотрим, о чем молчат за твоей спиной, чего гаденького скрывают. И, и давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Единички. О чем молчат, что скрывают гаденького? Ну, знаешь, тут понятно, что твоего нового мужика обсуждают. То есть у тебя сейчас кто-то, кто вот только-только в твоей жизни появился. И люди вокруг уже успели его изучить, как говорится, получше, чем ты сама даже. И этот мужчина им не нравится. И они об этом болтают между собой, но тебе ничего не говорят. И знаешь, что они выяснили? У него недавно большие планы появились. Он, возможно, мимо проходил, сказал или что-то еще. Он хочет кардинально свою жизнь поменять. Работу сменить, что-то свое открыть, потом еще в другой город переехать. И вот эта его энергия, она всех настораживает. Люди думают, что он тебя использует как трамплин для своих амбиций. Они видят, что он слишком быстро, как сказать, к тебе подкатывает, слишком активно интересуется там твоей работой, связями и так далее, слишком много расспрашивает о твоих планах на будущее. И вот им кажется, что он изучает тебя не из любви, а из расчета. Что он ищет способы, как тебя можно использовать для достижения своих целей. А еще они знают, что замечают, что он, как сказать, в отношениях не очень опытен. Ведет себя как школьник, который вот первый раз с девочкой встречается. И эта его неуклюжесть их еще больше убеждает, что он играет роль, а не ведет себя естественно. И вот они думают, что настоящий он вообще другой. А сейчас просто, как говорится, притворяется милым и безобидным. Зачем они это делают? Ну, знаешь, потому что не хотят тебя расстраивать без веских доказательств, поэтому молчат. Видят, что ты счастливая, влюбленная, планы строишь, и думают, а вдруг мы ошибемся, вдруг он действительно хороший, да, просто немного странноватый. То есть они не хотят разрушать твое счастье, поэтому молчат. А еще они понимают, что сейчас ты их просто не послушаешь. Когда человек влюблен по уши, особенно если этот человек женщина, то критику никакую не слушают. Даже по раскладам, которые вышли там давно-давно, женщины пишут прям очень много, что зря мы не послушали, так оно и было. Когда влюбленной женщине что-то говорить, это вот как об стенку горох. Ну, все мы дурачки, когда влюбленные, извините меня за выражение. Ну, так оно бывает. И боятся, что ты начнешь защищать его, злиться на них, думать, что они там твоему счастью завидуют. И, соответственно, отношения с тобой испортятся, а пользы никакой не будет. Поэтому молчат. И они тактику выбрали там, поддержкой помогать, но при этом внимательно наблюдать за вот этим мужчиной. Понимаешь? Они для тебя как... Вот есть же когда на гору взбираешься, ты страховку подсоединяешь, вбиваешь в скалу и так далее. Вот они твоя страховка. Они дают тебе возможность идти по своему пути, да, но, как говорится, готовы подхватить, если ты упадешь. Поэтому вокруг тебя вот так вот все мило, добро, и они молчат. Чем все закончится, да скоро сама все поймешь. У тебя у самой глазки на этого мужчину откроются, и ты увидишь то, что, как сказать, давно уже видят и другие.
Но произойдет это не из-за их разговоров, нет, а из-за его собственных действий, вот этого мужчины. Он сам себя выдаст своим поведением. И вот когда ты поймешь правду, то ты столкнешься с выбором из нескольких неприятных вариантов. То есть все твои иллюзии, они рухнут. Нет варианта, что вы идете в ЗАГС и так далее. Нет. Знаешь, тебе придется решать, что дальше делать. Просто отношения порвать и забыть, как страшный сон, или, как говорится, продолжать встречаться, но уже без вот этих розовых очков. Ну и попытаться, конечно, его там изменить, перевоспитать, что ты там любишь. Но знаешь что? Твои подруги-друзья они не будут говорить, мы же тебе говорили. Нет. Они поддержат тебя, помогут разобраться с последствиями. А потом вот вместе начнете планировать твою новую жизнь без вот этого типа. То есть будете обсуждать, куда тебе лучше пойти там работать, с кем познакомиться, как свою жизнь по-новому устроить. И что самое интересное, вся вот эта история с ним, ну, с этим мужиком, она научит тебя лучше в людях разбираться. Это твой урок по карме, понимаешь, вот этот мужик. Ты будешь внимательнее к этим красным флажкам. Научишься задавать нормальные вопросы, а не кто ты по гороскопу. И перестанешь влюбляться в потенциал, вот вместо реальности. Ну а твои друзья-подруги, они будут рады, что наконец-то могут с тобой откровенно поговорить о нем, включая все вот эти твои, что ты не слушала их. Больше не будет никаких секретов и недомолвок между вами. Ну тут все понятно, я думаю. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, о чем молчат, что скрывают, гаденького. Ну знаешь, у тебя есть сейчас мужчина, ну, старшего поколения, я имею в виду, не с кем ты встречаешься. Это или твой отец, твой дядя, твой дедушка, которые за тебя решения о твоей жизни принимают. И вот он сейчас обсуждает с другими родственниками, что с тобой делать. Ну, не в плохом смысле, а в смысле твоего будущего. Вот сейчас ты в полном неведении об этих разговорах. Ты думаешь, что сама строишь свою жизнь, а за кулисами уже все за тебя решили. И вот этот мужчина, он смотрит на твои попытки устроить свою жизнь и думает, да чего она мучается, я же уже все решил. Но тебе пока ничего не говорит, потому что считает, что рано еще. И тебе, конечно же, не больше 25 лет. А вот разговоры идут серьезные. И про твою работу будущую, и про то, где тебе лучше жить, даже про то, за кого тебе выйти замуж потом. И он уже все просчитал, все проанализировал. У него есть четкий план твоего будущего, и он его потихонечку воплощает. Нужным людям где-то звонит, договаривается, как говорится, расчищает тебе дорогу. И что самое плохое, ты мечешься сейчас. Ты переживаешь, ты думаешь, как жить дальше, а решение уже принято. И ты этого пока не знаешь. Просто, знаешь, ждут подходящего момента, чтобы вот тебе все объяснить. И пока ты вот сидишь и гадаешь, что делать с жизнью, твою судьбу уже определили взрослые дяденьки. Понимаешь? Им кажется, что они делают тебе добро, избавляя тебя от мучений вот этого выбора. Зачем они это делают? Ну, знаешь, скоро семейный совет будет, если так можно назвать, где тебе расскажут вот об этих всех решениях. И делают они это не из вредности, нет, а потому что реально тебе помочь хотят. Видят, как ты в жизни барахтаешься, как вот рыба об лед, да, и решили они взять всю ситуацию в свои руки. И еще какой-то эмоциональный мужик замешан, который сильно очень на тебя влияет. Это или может быть близкий друг,
или парень твой, кто-то вот, кто очень переживает за тебя, но по крови он тебе не родственник. И вот именно он, как сказать, попросил вот того старшего родственника вмешаться. Он видит, что ты страдаешь, мучаешься, и вот этого не выдерживает. И вот этот вот то ли близкий друг, то ли твой мужчина, он, как сказать, вот с этим мужиком договорились обо всем. И он постоянно говорит: да ты же несчастная, да надо же что-то делать. И вот я тебе это сказал, и если расклад твой, то ты поняла уже, о ком я говорю. И он давит на того, кто может реально повлиять на твою ситуацию. Понимаешь? Он не может сам тебе помочь, потому что ресурсов нет. Но он может убедить того, у кого они есть. И вот знаешь, что они действительно думают, что правильно поступают. В их представлении они спасают тебя от неопределенности, дают готовое решение, чтобы ты больше вот с выбором не мучилась. Им кажется, что ты будешь потом благодарна. Чем все закончится, ну, солидную сумму денег получишь. То есть вот этот весь, ну, как бы семейный совет, я не знаю, как по-другому сказать, вот это вот собрание, да, так скажем, близких людей, оно закончится тем, что тебе дадут деньги для нового этапа жизни. И не просто там карманные деньги, а вот серьезный капитал, который кардинально изменит твое положение. Возможно, это подарок, не обязательно деньги, да, там квартира, там машина, какой-то стартовый капитал для бизнеса, что-то масштабное. Но после этого ты уйдешь в себя и надолго исчезнешь вот из, как сказать, из активной жизни. Потому что тебе понадобится время, чтобы переварить то, что произошло, и ты поймешь, что твоя самостоятельность была иллюзией, что вот все решения важные за тебя уже другие приняли. И деньги — это хорошо, но вот, знаешь, они как будто навязаны тебе, что ли. Давай я тебе объясню вот по-другому. Например, там кто-то не любит там кашу манную, да, грубо говоря. Так вот, дают, как сказать, вот, скажут вот шоколадку получишь, если кашу манную съешь. То есть навязанные деньги. А ты не хочешь эту кашу манную, но шоколадку ты хочешь. И вот деньги вот эти, они примерно так будут. Ты их не будешь хотеть, но они тебе помогут. Это вот как, знаешь, по-другому хочу объяснить. Вот, например, тебе дают, например, деньги на обучение, да, той профессии, которую ты ненавидишь. И деньги дают, и все дают, но тебе это не надо. Понимаешь, ну ты меня поняла, это пример просто. И вот ты будешь потом избегать общения с теми, кто участвовал в этом, как сказать, в заговоре. Будешь чувствовать себя преданной, обманутой, что за тебя все решили. И деньги эти тебя радовать не будут. Это знаешь, как деньги на то, что ты не хочешь. Но ты возьмешь деньги, потому что поймешь, что вот отказываться от этой помощи глупо, даже если, как сказать, даже если это тебе не нравится. Просто будешь использовать эти ресурсы по-своему, а не так, как от тебя ожидают. Тут даже не надо ничего говорить, тут и так понятно, я уж разжевал, в ротик тебе положил, глотай. Давайте посмотрим третий вариант. Ну, троечки за твоей спиной обсуждают твою зависимость. У тебя пагубная привычка есть, которую ты очень тщательно скрываешь от всех. И ты думаешь, что никто не знает, но люди вокруг все видят и между собой об этом шепчутся. Это ни в коем случае не запрещенные вещества. Нет, это что-то другое, но такое же разрушительное. Ты вот стала рабой своих желаний и своих потребностей. Каждый день даешь себе обещание: я завтра изменюсь, завтра последний раз, но снова срываешься. И вот окружающие, они наблюдают за вот этим цирком уже давно довольно-таки.
Они видят, как ты борешься сама с собой, как пытаешься держать лицо, но ты проигрываешь. Еще они замечают, что ты стала агрессивной, раздражительной. Когда тебе не дают того, чего ты хочешь, ты злишься. Когда кто-то неудобные вопросы задает, ты огрызаешься. Ты вот думаешь, что хорошо маскируешься, но знаешь, твое поведение, оно выдает тебя с головой. Люди обсуждают, как ты изменилась за последнее время. Как ты там по мелочам стала врать, отговорки придумывать, определенных тем избегаешь. Они видят, что ты живешь двойной жизнью. Одну показываешь всем, а другую тщательно прячешь. Им жалко смотреть, как ты себя разрушаешь, но они не знают, как тебе помочь. Зачем молчат? Ну, потому что хотят тебе помочь, но не знают как. Тут по-другому никак не скажешь. Один из них уже пытался с тобой поговорить, но ты агрессивно отреагировала, что он больше даже не решается этого делать. Теперь они все боятся твоей реакции и думают, что там лучше промолчать, да, чем испортить отношения. И знаешь, вот среди этих людей есть человек, который может решить твою проблему прямо одним движением руки. И связи, и деньги, и возможности у него есть. Все, что нужно, чтобы вытащить тебя из вот этой ямы. И он готов сделать, но знаешь, он ждет, когда ты сама к нему обратишься за помощью, потому что понимает, пока ты проблему не признаешь, никакая помощь не поможет. И вот они между собой, вот в этом, в этом маленьком кругу они строят планы твоего спасения. Разные варианты обсуждают, кого к тебе подослать, как организовать разговор, каким специалистам тебя отвезти. У них прям целая стратегия. Но подходящего момента ждут, потому что один уже пытался. И самое такое плохое, они уже договорились, что если ты не остановишься сама, то будет принудительное вмешательство. Не потому, что хотят тебя контролировать, ни в коем случае так не думай, а потому что видят, что ты катишься по наклонной и можешь совсем на дно упасть. Чем закончится все? Драться за свое право жить тебе придется. Скоро они потому что перейдут от разговоров к действиям, и ты просто почувствуешь давление со всех сторон. Они активно будут вмешиваться в твою жизнь, контролировать каждый твой шаг, ограничивать твою свободу. И ты будешь сопротивляться, причем изо всех сил. Встанешь, как говорится, в оборонительную позицию и будешь отбиваться и от всех попыток тебя спасти. Будешь доказывать, что у тебя все под контролем, что они преувеличивают, что ты взрослый человек и сама знаешь, как жить, и это вообще моя жизнь, как хочу, так ее и живу. И это будет тяжелая борьба, потому что против тебя объединятся абсолютно все близкие люди. Но в итоге ты сдашься и вернешься к тому образу жизни, который у тебя был вот раньше, до вот этого всего. Когда совсем устанешь бороться, то поймешь, что тебе просто хочется радоваться солнышку. Вот просто. Захочется, чтобы кто-то о тебе заботился, чтобы кто-то твои проблемы решал, защищал от неприятностей. Сейчас ты от этого всего, закрылась. У тебя есть вот эта привычка, и ты вот с ней один на один. И вот когда примешь помощь, позволишь себя спасти, ты вернешься вот к семейным ценностям, простым удовольствиям, к радованию солнышку. То есть будешь жить тихо, мирно, под крылом у тех, кто тебя любит. Поймешь ты, что счастье, оно же не в этих острых ощущениях и запретных удовольствиях, а в том, чтобы чувствовать себя защищенной и любимой. Понимаешь? И вся эта буря закончится тем, что ты станешь жить как нормальный человек, а не как зависимый. Мне тут больше сказать нечего, потому что карты в дорожечку выложились, прям даже трактовать не нужно было. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и всегда помни, дед с тобой рядом.